Илюга – это узкоспециализированный саппорт, созданный исключительно для команд с лунной кристаллизацией, где ключевыми персонажами выступает Зебай, Каумбина или оба сразу. В таких составах Илюга раскрывается максимально эффективно, особенно при наличии созвездия на C6. Его бафы становятся по-настоящему хорошими, то есть полностью раскрываются. В рамках своей ниши его нередко сравнивают с Лаумой для лунной кристаллизации. Настолько сильно он усиливает урон этих команд. Однако за пределами этой ниши эффективность Илюги резко падает. Если команда не способна стабильно активировать лунную кристаллизацию, он превращается в обычного гео-баффера, выполняющего схожую роль с Гору, но с заметным меньшим бонусом. Это не делает его бесполезным, но сильно ограничивает потенциал. Значительная часть его набора просто перестает работать. В итоге Илюга отличный и даже эталонный саппорт для лунных кристаллизаций, но его главная сила одновременно является его слабостью. Поддерживаемая им реакция пока остается редкой и доступной ограниченному числу персонажей, поэтому на текущий момент Илюга фактически привязан к Цзибай, ну и Каумбине. В будущих ситуациях может и все измениться, но сейчас его ценность напрямую зависит от наличия этих персонажей в отряде. Илюга значительно усиливает урон ДД играющих через лунную кристаллизацию, но на данный момент это Цзибай, предоставляя прямые и масштабируемые бафы к геоурону и прямому урону лунной кристаллизации. В своей нише он выполняет роль основного бустера команды. Простота сборки – одно из его главных преимуществ. Для максимальной эффективности Илюги достаточно прокачивать ульту, а из характеристик приоритетными лишь мастерство элементальное и восстановление энергии. Созвездие заметно усиливает его набор умений, превращая персонажа из простого полезного саппорта в крайне сильного. Особенно важно C2, которая позволяет активировать ключевые эффекты даже вне поля, а более высокие созвездия кратно повышают ценность его бафов. Хорошо вписывается в Нордкрай персонажей, то есть персонажей, играющих от лунной кристаллизации, а именно от этого лунное знамение, потому что он сразу его повышает на 1. Слабые стороны. Илюга жестко привязан к лунной кристаллизации в командах, которые не способны стабильно вызывать эту реакцию. Его эффективность сильно падает. Практически зависит от конкурентных союзников, в первую очередь от персонажей вроде Цзибай и Каумбины. Без них значительная часть его потенциала остается нереализованной. В альтернативных составах он требует обязательного наличия гидро и геоперсонажей, иначе его пассивные эффекты работают не в полную силу. Полный потенциал закрыт за созвездиями, особенно на C2. На C0 Илюга остается рабочим саппортом, но не раскрывает ту мощь, ради которой его обычно выбирают. Илюга это саппорт, который усиливает геоурон и прямой урон лунной кристаллизации, но сам по себе не способен активировать эту реакцию. Его задача подготовить поле, выдать бафы и передать инициативу основному ДПС. Как персонаж из региона Нордкрай, Илюга повышает уровень лунного знамения команды, что делает его особенно ценным в лунных кристаллизациях. Однако, весь его геймплей построен вокруг одного ключевого элемента – элементальный бурст, ульта, собственно. Именно он определяет ценность персонажа в бою. Илюга играет строго off-field, то есть из кармана. Он выходит на несколько секунд, активирует навыки и сразу уступает место гиперкэрри. Это делает его крайне удобным саппортом, не требующим сложных механик или точного использования. Ротация. Ротация у Илюги предельно проста и почти не меняется от команды к команде. Элементальный навык. Используется перед выходом основного ДПС. Навык наносит урон и генерирует частицы энергии, подготавливающие ульту. Ульта. Ключевой момент ротации. Ульта активируется и дает все основные бафы Илюги и накладывает особый эффект. Смена на основного ДПС. После активации ульты Илюга больше не требует времени на поле боя. Вся дальнейшая ценность персонажа реализуется за счет бафов. На этом его участие в ротации заканчивается. Никаких продлений, удержания кнопок или повторных выходов не требуется. Как работают бафы в бою?
После использования ульты Илюга дает 21 стака особого эффекта. Каждый раз, когда активный персонаж наносит геоурон, включая прямой урон лунной кристаллизации, расходуется 1 стак и наносится дополнительный урон, который масштабируется от элементального мастерства Илюги. Важно понимать, что это не процентный бонус урона, а аддитивный урон, который напрямую прибавляется к базовому значению атаки. За счет этого баф особенно силен на персонажах с частыми ударами. Если урон является прямым лунным кристаллизацией, величина бонуса еще выше. На данных моментах такой тип урона доступен только Дзыбай и Каумбини. При этом обычный урон реакции бафом Илюги не усиливается. Стаки эффекта от ульты постепенно тратятся по мере нанесения урона. Когда они заканчиваются, бонус урона пропадает. Однако при наличии 3 геоконструкций можно получить еще 15 дополнительных стаков. Это условие легко выполнить в лунной кристаллизации. Геоперсонажи, такие как Дзыбай, создают конструкты во время лунной кристаллизации. Сама реакция лунная кристаллизация также генерирует геообъекты, как я и говорил. Благодаря этому Илюга способен поддерживать баф значительно дольше, чем кажется на первый взгляд. Пассивки и их влияние на геймплей. Первая пассивка усиливает масштабирование урона от элементального мастерства в зависимости от количества гидроперсонажей в команде. Стандартная лунная кристаллизация, ротации, это условие практически всегда выполняется автоматически. Вторая пассивка, после использования навыка или ульты, дает команде крит рейд и крит урон для геоатак. А при уровне лунного знамения возвышенного дополнительно повышает элементальное мастерство. Эти эффекты еще сильнее раскрываются при наличии C6. Созвездие Илюги. Илюга один из тех саппортов, у которых созвездие радикально меняет ценность персонажа. На C0 он полностью играбелен, но именно созвездие раскрывает тот уровень усиления, ради которого Илюгу обычно берут в лунную кристаллизацию команды. C1 позволяет быстрее восстанавливать ульту. C2 добавляет немножко урона в его умение. А самым важным будет C6, так как оно еще больше увеличивает его баф, который увеличивает изначально крит шанс и крит урон и дает мастерство. То есть теперь он еще будет больше давать крит шанса и крит урона и мастерства. Илюга это саппорт, полностью ориентированный на усиление прямого урона лунной кристаллизации через свой элементальный взрыв, то есть через ульту. Почти вся его ценность как персонажа масштабируется от элементального мастерства, поэтому сборка Илюги максимально прямолинейна и проста в понимании. Главная цель набрать как можно больше элементального мастерства, 750 плюс, а затем обеспечить достаточное восстановление энергии, чтобы ульта использовалась строго по откату. Именно ульта дает основной бонус урона, а не личный ДПС Илюги. Лучшее оружие. Лучший вариант это копье Фавония. Лучший и наиболее универсальный выбор для Илюги, ну и для любого саппорта фактически. Это оружие решает сразу две задачи. Закрывает его собственные потребности в энергии, дополнительно снабжает энергией всю команду. Благодаря этому Фавониус рекомендуется в большинстве ситуаций, особенно в командах с дорогими ультами у членов команды. Альтернативные варианты. Первый вариант это будет копье Гроза Драконов. Само копье по себе не такое хорошее для Илюги, единственное, что он дает элементальное мастерство. То есть играет роль стат-палки по сути. Крест копье Китаин тоже вариант ради элементального мастерства. Это крафтовое оружие из Инозумы. И другой вариант это лопата, посох алых песков, копье Сигна Сайна. Сильно по статам, но избыточно для чистого саппорта. То есть статы дает хорошие, но учитывая, что Илюга чисто саппорт, скажем так, это потеря оставить это копье на Илюгу. Лучшие артефакты. Первым и лучшим вариантом будет Серенада Шелковой Луны.
Абсолютный лучший вариант для Илюги. Этот цвет облегчает требования к восстановлению энергии, повышает элементальное мастерство всей команды, усиливает лунные реакции, урон, работает даже вне поля боя, что идеально подходит под геймплей Илюги. Для лунного знамения и лунной кристаллизации команда с этим сетом будет просто больше урона наносить и лучше работать в таких командах. Также можно одеть две части позолоченных снов и две части ансамбля. И тот дают мастерство стихий, что в любом случае полезно для Илюги. И можно еще одеть 4 части инструктора. Временный фри-то-плей вариант, который тоже будет помогать бафать мастерство стихий. Эти варианты работают, но заметно уступают самому первому и самому лучшему варианту Серенаде Шелковой Луны по общей эффективности. Основные статы артефактов. Часы. Восстановление энергии, только если не хватает для ульты по откату. Ну, то есть по ротации, скажем так. В другом случае берем восстановление энергии, извиняюсь, мастерство стихий. Кубок, мастерство стихий и корона, мастерство стихий. Сабстаты. В первую очередь мастерство стихий. Стараемся найти восстановление энергии. И защита в любом его виде, процентная и беспроцентная, будет полезна. Целевые значения характеристик. Восстановление энергии нужно 140, если у вас есть фавоний. Если нету фавония, то 160-180 будет в самый раз. Крит рейт нужен только в том случае, если вы используете копье фавония, чтобы оно чаще критовало, ну и, собственно, пассивка работала. Илюге не нужна атака, крит урон или личный урон. Все это вторично по сравнению с мастерством элементов и стабильной ультой. Приоритет прокачки, собственно, в первую очередь ульта, так как это его основной баф. Элементальный навык, то есть скилл, умение элементальное. Если нужно, то можно прокачать, но оно тупо нужно, чтобы регенерировать энергию для ульты. И обычно атаку можно вообще даже и не трогать, не качать. Илюга строго ульта ориентированный саппорт, и все в его наборе подчинено этому принципу. То есть можно тупо прокачать ульту и все. И на этом остановиться. Теперь команды с Илюгой, ну то есть команды, в которые Илюгу можно поставить. И первый и самый логичный вариант, это, конечно, его поставить с Дзыбай. Это Дзыбай, Илюга, Каумбина и Горо. Это будет самая идеальная команда под Дзыбай, фактически. Другой вариант это, например, если у вас нету Каумбины, то в данном случае можно команду изменить. Ну, и, например, Горо, если тоже вдруг нету, давно вы не играли, можно сюда поставить Синсю, например, вместо Каумбины. Ну или Елан. Елан тоже можно поставить. А сюда, как саб ДД дополнительного, который будет урон наносить, можно поставить Чиори. Это второй вариант. И еще один вариант, это Дзыбай Илюга. За место Синсю можно поставить Елан или оставить Синсю и поставить Деда сюда. Это вот команды под Дзыбай фактически. Теперь команды, скажем так, геокоманды, но под использование лунной кристаллизации. Первый вариант это вот Навия, Илюга, Каумбина и Чиори. Нави здесь будет основным ДД, Илюга саппорт под гео. И плюс он будет урон Каумбины бафать, когда она будет атаковать своим скиллом. Ну и Чиори тут будет как саб ДД тоже помогать наносить урон в данном случае. Следующий вариант это вот, например, с Ноэль. Это Илюга, естественно, он так здесь и остается. Его мы отсюда никуда не денем.
Ноэль, Колумбина опять же остается, потому что Колумбина нужна нам для активации вот этих лунных реакций. Иначе у нас просто не получится активировать эти реакции лунные. Ни в коем... Ну, то есть, без нее никак. Илюга, Ноэль, Илюга, Колумбина. И в последний слот нужно поставить Синцю. Он здесь будет полезным, по-любому. Это вот команда, скажем так, с Ноэль. И еще можно сделать команду с Ита. Это у нас Ита и Люга, естественно. Колумбина опять же. И в данном случае нам еще нужен Горо. И теперь Горо еще сюда ставим. И будет команда под Ита. Илюга это строго нишевый саппорт под лунную кристаллизацию. Лучшие партнеры с ним это Дзебай, которая будет, скажем так, Илюга под нее лучший компаньон. И Колумбина. Геоконструкции значительно повышает его эффективность, так как он получает бонусное количество статуса, который он ультой активирует. Эффекта точнее. И без лунного кристаллизации ДПСа или Колумбины его вклад резко снижается в команде. Ну, то есть он может и... Его можно и под гео поставить команду. Но уже эффективность будет не такая хорошая. На этом, собственно, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кто не подписан, подписывайтесь. Посмотрите другие видео на моем канале. И...